Вы на канале «Около Канады». Меня зовут Ирина. Я уже 3-й год живу в Канаде. До этого 6 лет жила в Польше, но вообще сама я с Крыма. Ну а сейчас и сегодня мы с вами в замечательном парке. Прекрасном. Вот так вот выглядят канадские парки. Да, здесь нет тропиночек. Вот так вот он дико выглядит. Это лес, можно даже сказать, такой вот для нас. И я решила вам рассказать, что же я все-таки осознала за эти 3 года, почти 3 года, да, я уже преувеличиваю, но уже больше 2 жизней в Канаде. Так как осознания ко мне пришли достаточно не банальные, те, которые постоянно не повторяют, да, и я их только вот недавно как бы восприняла и подумала, что это серьезно, что об этом стоит говорить. И решила с вами поделиться. Ну, и первое такое осознание, первый факт, который мне пришел недавно, стукнул по голове конкретно так, и я такая: ага, класс, спасибо. Это то, что ты не станешь богатым в Канаде, как только приедешь. И вот это вот ожидание реальности, типа, что здесь все так круто, здесь уровень жизни лучше, ты здесь будешь таким крутым, будешь жить как король. Ну, нет. И у меня было такое ожидание, не знаю, как у других, оно меня стукнуло по голове. И достаточно недавно, что очень странно. То есть вначале, приезжая в Канаду, ты станешь максимально обеспеченным бедным. И не будет никакого такого богатства, о котором ты мечтаешь, но только если ты не приезжаешь с какими-то уже деньгами, как многие делают. Либо если ты, конечно же, не открываешь этот бизнес, конечно же, все равно нужны вложения. Поэтому логично, что многие открывают только исключительно, если они имеют какие-то вложения, и только исключительно, если у них есть какие-то сбережения. Да? Вот этот факт у меня немножечко как будто бы пропал. Я забыла, что я из бедной семьи симферопольской. Ни хрена у меня вложений особо никаких не было никогда. Факт 1. И факт 2, что никто мне их не даст. Во всяком случае, из моих родственников. Об этом я почему-то забыла. Вот, и советую не забывать вам. Ну, то есть я смогла открыть какой-то свой мини-бизнес, и я его развиваю, но, понимаете, вот определение «я хочу быть богатым», оно какое-то немножко размытое. Мы должны понимать, наверное, а богатство для тебя — это что? Ну, то есть насколько ты хочешь быть богатым? То есть, понимаете, в чем прикол? В том, что ты вроде бы как просишь о богатстве у мира, а сам не понимаешь, что это и сколько это стоит. Потому что вот зарабатывая, например, по 10 тысяч долларов в Канаде, чистыми даже, ты не будешь сильно богатым, ты будешь среднячком. И вот это вот меня конкретно ударило по голове и удивило. Потому что мне казалось, что если ты зарабатываешь 10 тысяч долларов, то ты уже все, прям богатый, крутой и классный. Здесь птички кушают вон на столике. Но, как оказалось, мои дорогие друзья, нет. И пришло это осознание, что богатство, оно по всему миру везде разное, что везде разные обстоятельства, везде разные уровни жизни, и ты не будешь богатым просто потому, что в Канаде зарабатываешь, 10 тысяч, да, это полный бред, потому что здесь это, как не знаю, на семью средняя минималка, то есть вообще ничего такого особого. Ребятки, спасибо вам огромное, что вы со мной, что вы смотрите мои видео, что вы меня поддерживаете. Я читаю все ваши комментарии. Мне очень радостно, когда вы пишете хорошие комментарии. Мне нормально, когда вы пишете плохие комментарии, потому что я понимаю, что критика — это совершенно нормально, что я на нее не сильно обижаюсь. То есть если вы пишете что-то такое, о чем мне стоит задуматься, я очень вам благодарна. Это прекрасно, потому что со стороны иногда может быть что-то виднее. Конечно, не все, потому что мы не все знаем друг о друге, но все же я просто очень рада, что вы со мной, и что вы мне пишете комментарии, что вы поддерживаете меня. И поддержите, пожалуйста, мой канал, поставьте свой лайк, свой комментарий и, конечно же, подписку. Я вам буду очень-очень благодарна. Это поможет мне снимать еще больше видео. Удивительное создание — это то, что ты ко всему привыкнешь. И вот знаете, человеческое тело, человеческий разум привыкнет, наверное, и привыкает ко всему, что бы это ни было, к наркоманам, к холодам, к морозам, к отсутствию родных. И это уже просто суйте все вместе сюда нам, мы это все вытерпим, мы это все выдержим, потому что мы, так сказать, сильные. Вот такая вот человеческая сущность. Мы можем приспосабливаться ко всему. Хорошо это или нет, оценивайте сами. Но, что бы ни случилось, вы сможете... Ого! Я думаю, это был... Здесь просто огромная лужина. Кто-то здесь написал, но чтобы так написать... Посмотрите, это кто должен был так написать? Лось? Так, пойду-ка я в другую сторону.
Здесь, в Канаде, лучше не шутить с такими вещами, потому что здесь можно встретить и медведя, и волков, и лосей, и кого угодно. А я не в том положении, чтобы тут припираться, как и в Канаде. Вот. Поэтому я ко всему привыкла, хотя сначала у меня был такой культурный шок. Как холодно! Бомжи! Наркоманы! Я не выдержу этого. Хрен, все нахрен выдержишь, все перетерпишь. Если у тебя есть какая-то мотивация, да даже если ее особо и нет, просто ты уже приехал и не хочешь сдаваться, придется все это пережить, как бы совсем смириться, и к этому привыкаешь. Что тут говорить, люди к войне привыкают, а я про какие-то такие мелочи говорю. Вон, пожалуйста, люди живут в местах, где ракеты постоянно летают, бомбы. Поэтому как бы это логично. Просто я говорю о своем субъективном осознании того, что я могу привыкнуть ко всему, наверное. Хорошо это или плохо, я тоже не знаю. Наверное, приспособленность, и это вот возможность приспособленности, это хорошее качество, которое дано нам, людям, для того, чтобы на нашей планете в разные места, в разные обстоятельства приспосабливаться и не грустить слишком сильно. Следующее осознание, так как я стала зарабатывать в Канаде больше, я поняла, что деньги исчезают. То есть вот сколько бы ты ни зарабатывал, ты зарабатываешь, а их как будто бы нет. У тебя всегда появляются какие-то гигантские траты, какие-то огромные, не знаю, какие-то огромные возможности для того, чтобы потратить деньги. И ты этими возможностями, конечно, пользуешься, потому что почему бы и нет, как бы, да? Если ты хочешь улучшить свое качество жизни, там, купить себе новую машину, переехать на лучшую квартиру, набрать кредитов, набрать ипотек, лизингов, всего это навалить, смотришь, а ты там уже 20-ку зарабатываешь, а у тебя ни хрена не остается, потому что ты весь вот так вот просто под голову во всех этих нуждах, да, во всех этих растратах, и никуда от них, собственно говоря, тебе и не деться, потому что вот такая вот она, наша жизнь. Выхода из этого я вижу только два: зарабатывать еще больше, но тогда, конечно же, соответственно, ты будешь еще больше тратить, потому что, мне кажется, в мире, в этом материальном, всегда есть куда потратить свои деньги, и всегда будет, сколько бы ты их ни зарабатывал. Ну, не знаю, может, только как Илон Маск, и у него, хотя он тоже наверняка растрачивает все, и я уверена, что у него деньги просто так вот не лежат. Они у него наверняка где-то крутятся, вертятся и делают ему еще большие деньги. Также нужно еще уметь. Кто учил Илона Маска? Меня так не учили. Следующий пункт осознания касается канадцев и того, что они, ребятки, не подпускают близко к себе. Найти друзей здесь из канадцев очень сложно, а если уж ты и находишь, то с ними нужно быть очень осторожными. Вот знаете, как с фарфоровыми куклами, потому что я не знаю почему, вот у нас наш менталитет, он достаточно грубый. Ты такой пришел, сказал все как есть, поругался, там, я не знаю, что-то тебе не понравилось, ты там разозлился, вы поругали, что-то пошли напились вместе, подружились и живете дальше. Здесь же одно лишнее слово, одно что-то не то, все, уже начинается какая-то вот внутренняя обида. То есть у них настолько вот этот менталитет такой, как бы вроде бы и открытый, но с другой стороны очень закрытый. То есть ты не знаешь, где ты можешь сказать, а где нет. У нас по-другому. Мы привыкли говорить прямо. Я очень прямолинейный человек. Я могу не сдерживать какие-то эмоции. Я не могу вечно носить эту маску, которую вот ожидают, наверное, канадцы увидят. Эту улыбку, да, и что ты всегда будешь мило отвечать с писклявым голосом. То есть это для них нормально. Я не осуждаю то, что у них это происходит, и что это их мир, жизнь, что это их реальность. И это совершенно круто и нормально, но я просто не смогла к этому до сих пор, за эти вот идет 3-й год, я не смогла приспособиться к тому, что я всегда, что бы со мной ни случилось, должна быть милой, чтобы вот не обидеть канадцев. Не знаю, замечали вы это или нет, но вот такой вот факт, такое интересное осознание ко мне пришло. Конечно же, из опыта, откуда оно могло еще прийти. И к этому я сама дошла. Вот так, дорогие друзья. Ну и следующий пункт, 5-й пункт, который, конечно, меня расстраивает больше, чем все, скорее всего, это то, что, скорее всего, вот как ты приезжаешь, эмигрируешь в Канаду первые 5 лет, ты будешь безвыездно сидеть тут. Это зависит от многих факторов. Это могут быть документы, там всякие визы, деньги,
аренды, ребенок, то есть чтобы у тебя там не было, что тебя может удерживать на месте, из-за чего ты не можешь путешествовать. Я не говорю, что так у всех, у каждого по-разному, но у нас сложилось так, что мы выехать почему-то вот не можем. Мы не склеили визу, у нас ребенок, который ходит в сад, мы арендуем квартиру, все это нужно выплачивать, мы должны работать. То есть мы такие, мы еще без ипотеки, но мы уже рабы того, что мы должны работать. То есть я мечтаю выбраться из этой клетки, выкинуть все это нахрен и не думать о том, что я должна закрывать квартиру в аренду каждый месяц. Но я понимаю, что это очень много работы предстоит, и что это нужно все будет сделать. И что, впереди просто огромные слои, которые мне нужно перекапывать этой земли работы, чтобы это сделать. Либо получить наследство. Вот если вы получили наследство, вы счастливые люди, ребятки. У кого родители там или родители мужа, жены, вы просто должны осознать, что вы счастливые люди. Вот кто вам дал какие-то деньги, вот у меня такого, к сожалению, нет. И знаете что? Вы меня бесите. Потому что у меня такого нет. Это, знаете, такие легкие деньги, которые тебе приходят, и такой, опа, я уже крут, мне не нужно ничего делать. У меня уже есть какие-то вложения. Мне подогнали родители квартиру, мне родители подогнали какие-то деньги, и все. Я уже не должен хотя бы рвать жопу, честно вот так сказать, на то, чтобы какие-то вот эти первые милипиздрюсечки чего-то в своей жизни собирать. Вот так, ребятки. Так что в Канаде можно оказаться безвыездно, в Канаде можно оказаться даже в какой-то степени в заложниках. Но это все-таки, чтобы не скидывать ответственность на мир, Канаду и все остальное, потому что Канада замечательная страна, как бы там ни было, какие бы мне осознания ни приходили, мне все равно здесь нравится, я все равно тут. Хотя есть куча плюсов, куча минусов. То есть, ответственность все равно лежит на нас. За наши решения, за нашу жизнь. У нас есть определенный старт, у каждого он разный, у кого-то лучше, у кого-то хуже, да, как я говорила, что про воспитание, что про родителей, что про психологию. Но все равно вся ответственность за наши выборы, за нашу жизнь лежит, дорогие друзья, на нас. Поэтому очень важно ее не перекидывать на кого-то, а жить свою жизнью и воспринимать все так, как есть. Реальность такова, какая она есть. И мы можем сделать с ней все, что мы хотим. Я так предполагаю, я сейчас это все анализирую и стараюсь как-то свою реальность, своей же ответственностью, своей жизнью менять. Ребятки, спасибо вам огромное, что посмотрели это видео. Я хожу в парке, жду клиентов, буду делать сейчас прекрасную фотосессию зимнюю. Ну, а вам желаю прекрасного дня, ночи или вечера. Ну и до скорых встреч. Надеюсь, видео было вам интересным. Обязательно оставляйте свой лайк, свой комментарий. Я буду очень благодарна за ваш комментарий. Ну и за подписку на мой канал, потому что здесь будет много интересных видео.